Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы хотим рассказать и показать вам один из способов выращивания антуриума. Это будет закрытая система, то есть вот такой аквариум стеклянный. Как видите, отверстий здесь нет. На дно мы насыпали грунт второго состава, пытались выбирать фракцию покрупнее, добавили микоризы и сейчас будем устанавливать здесь растения. Это антуриум Принц Оранж. Делаем так, чтобы растение было как можно ближе к стеночке аквариума. Это нам потребуется для создания в дальнейшем композиции интересной. И присыпаем аккуратненько грунт второго состава. Также, опа, вот такой кустик у нас получится. Вот так. Больше. Вот, наверное, примерно вот так все это будет выглядеть. Конечно, закрытая система потребует более тщательного ухода, больше внимания. Но в дальнейшем мы это вам, как ухаживать за этим растением, мы вам все это расскажем, покажем. Вот видите, как посажен, здесь у нас небольшая горочка такая образовалась. В дальнейшем мы планируем все это пространство засадить живым мхом и дальше еще добавить кое-какие детальки такие интересные. Но все это вы увидите в дальнейшем. Листовую массу растений и сам грунт мы обработаем стимулятором HB101. Так, на стеночке можно чуть-чуть скануть. Вот. Как видите, у нас емкость с зауженным горлышком. То есть вот здесь внутри будет создан свой микроклимат, который поможет и тем листикам, которые находятся внизу, и опять же тому мху живому, который мы в дальнейшем будем садить на поверхности грунта. Растение теперь отправляется в тепличку, где созданы хорошие условия, освещение, высокая влажность воздуха, температура. И будем наблюдать в дальнейшем за его развитием. Прошло 3 недели после посадки Принца Оранжа в аквариум. Сейчас он уже может похвастаться своими успехами. Обратите внимание, у него появился молодой листочек, и сверху на поверхности видны молодые корешочки. Это уже он нарастил у меня. За это время я производила подкормку, опрыскивала листовую массу растения как внешнюю, так и внутреннюю сторону и верхнюю поверхность грунта. Хочется заметить, что полив я не провожу. Я только опрыскиваю верхнюю поверхность грунта. Это делается для того, чтобы не переувлажнить нижний слой грунта. Пока растение развивается хорошо, меня это очень радует. О дальнейшем развитии я также буду вас информировать. Прошло около 2 месяцев, и пришло время показать нашу деленочку от магазинного куста. Это антуриум Принц Оранж, которую мы пересаживали вместе с вами. Как вы помните, растение было слабенькое, со слабой корневой системой. На сегодняшний день растение нарастило молодые листочки. Вот они. Зацвело. И нарастило хорошую корневую систему. Так, смотрим. Вот, посмотрите, корень идет. Далее. Вот корни у нас здесь. И вот какой тянется длиннющий корень. Как видите, развивается хорошо. В это же время был посажен антуриум Зиза. Также в закрытую систему.
фото растения во время посадки на экране. Смотрим, что у нас. Как вы помните, вот корневая система у нас идет. Посмотрите, какая богатая. А в принципе при посадке, можно сказать, ее почти и не было. Такое слабенькое, можно сказать, сомнительное. Вот здесь у нас корешочки идут. Так, и здесь вот посмотрите, какой богатый молодой корешок, симпатичненький. Также растение нарастило молодые листочки, вот они какие, смотрите, глянцевые, красивенькие. И зацвело. Также зацвело вот в этой закрытой системе. Здесь еще у нас остались старые листья. Вот они у нас здесь внизу. Смотрите, вот они. Старые листочки. Их уже можно обрезать. Свою функцию не выполнили. И сейчас нам, в принципе, этому растению уже не требуется. Итак, переходим к следующему этапу. Следующим этапом мы хотим задекорировать это растение. Как вы видите, у меня корешочки уже выскочили из грунта. Я подсыплю их чуть-чуть грунтом второго состава. Буквально вот немного. С одной стороны и с другой. Оп. Вот так вот. И далее. Далее я хочу поверхность грунта обложить мхом сфагнум. По задумке, так как это закрытая система и свой микроклимат, своя влажность внутри создается, этот мох сфагнум начнет у нас расти, зеленеть. И получится что-то типа растительного террариума. Такая, знаете, зеленая, красивая полянка. Вот так его уложим на всю поверхность грунта. И так как у меня мох чуть-чуть сухой, опрыскаем. Вот так вот. Мне кажется, мох мы уложили. Но открою вам еще один небольшой секрет. Для кого-то это, возможно, станет новостью, а кто-то уже об этом знает. Для мха в этой экосистеме есть второе назначение. В чем оно заключается? Во время просыхания мха он начинает тянуть влагу в себя из грунта, что избавит нас от негативных последствий в случае переувлажнения грунта и поможет содержать наш террариум с акваториумом в правильном соотношении влажности и микроклимата. И еще пару слов об уходе. Изначально мы производили листовую подкормку. После того, как растение прижилось, мы стали производить корневые подкормки. Все дальнейшие поливы, то есть опрыскивание как листовой массы растения, так и грунта, производились питательными растворами. О подкормках у нас есть тема на форуме. Я оставлю ссылочку в описании. Об этих растениях мы создадим тему на нашем форуме. И в дальнейшем будем выкладывать туда фото, рассказывать, как развивается событие, как развивается растение. Возможно, снимем еще новые видео об этих растениях. Как говорится, нет предела фантазии. Грунт второго состава – это универсальный грунт. В нем можно выращивать антуриумы как традиционным способом, так и на фитиле с небольшими изменениями, так и в закрытой системе. Так что пробуйте, экспериментируйте. Возможно, у вас есть какие-то свои наработки. Рассказывайте, делитесь. Это очень даже интересно. Всего вам доброго. До новых встреч.